Okay, speak to me. Yes. A little bit more. Now, that's good. Okay. Now, what were we talking about when we finished last time? Does anybody remember? Кто помнит, на чем мы закончили наше предыдущее занятие? Revelation about Satan. Okay. Today we're going to talk about Christ and the angels. Сегодня мы поговорим о Христе и об ангелах. And of course, there's much said about the angels in Revelation, И, конечно, в Откровении очень много сказано об ангелах. including Michael and Satan. Эта информация включает в себя и Михаила, и Сатану. But today I would like to go back to the Gospels for a moment Но сегодня я хотела бы обратиться немного к Евангелию and talk about Christ and the angels. и поговорить о Христе и об ангелах. If you'll go to the book of Luke, please. Откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки. The account of the birth of Christ is filled with angels. События, описывающие рождение Иисуса Христа, наполнены ангелами. And angels have always been involved in the answer to prayer. Ангелы всегда являются частью ответов на молитву. In Luke chapter 1, in the story of Zacharias, Луки 1 глава в истории о Захарии. it was the time of incense, the time of prayer. Это было время кождения, время молитвы. Let's have someone read Luke 1, verse 10. Прочтите, пожалуйста, Луки 1 глава 10 стих. А все множество народа молилось мне во время хождения. And notice how that it was, the people were praying while the priest was offering the incense. Обратите внимание на то, что люди молились, когда когда проходил процесс кождения. Now, an angel of the Lord came in answer to their prayers. И ангел Господень явился как ответ на их молитвы. And this was the angel Gabriel, according to verse 19. И согласно 19 стиху, это ангел Гавриил. Look, read verse 19, please. Прочтите, пожалуйста, 19 стих. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, стоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие». All right, so God sent the angel, Поэтому мы видим, что Бог послал ангела. and on this thing about prayer and incense, И вот вся эта часть о молитве и о кождении. don't lose Luke 1, but turn to Revelation 8. Не закрывайте Луки 1 главу, но, пожалуйста, Откровение 8 главы. Let's read Revelation 8, 3, and 4. Прочтите, пожалуйста, Откровение 8 глава, 3 и 4 стихи. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред столом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, молнии, и землетрясения. All right? Notice particularly that the incense and the prayers of the saints are going up before God. Обратите внимание на то, что перед Богом поднимается фимиам и молитвы. And the angel is even involved in this. И ангелы также принимают участие в этом. The altar in Revelation 8, verse 3 is the altar of incense. И алтарь, или же жертвенник, который упоминается в Откровении 8 главе 3 стихе, это алтарь или жертвенник благовоний. This is the small gold altar that stood in front of the Ark of the Covenant. Это маленький золотой жертвенник, который стоял перед ковчегом завета.
since heaven is the true temple, И поскольку небеса являются истинным храмом, the throne of God is like the Ark of the Covenant, престол Божий — это как ковчег завета. and this altar of incense sits in front of the throne. И этот жертвенник благовония, он находится перед престолом. And the incense and the prayers of God's people come up from that altar to God. И тюмян и молитвы Божьего народа, они возносятся над этим жертвенником перед Богом. In Luke chapter 1, it was there that Zacharias was offering the incense. И в Луки 1 главе мы видим, что именно там Захария воскурил тюмян. And outside the people were praying and their prayers were going up to God. А извне люди молились, и их молитвы поднимались перед Богом. Along with the incense. Вместе с благовониями. Today we don't have a literal altar of incense. Сегодня у нас нет буквального жертвенника благовоний. But our prayers are an incense before God. Но наши молитвы являются благовониями перед Господом. And they either smell good or smell bad to God. Либо пахнут плохо. In Luke chapter 1, В Луки 1 главе Gabriel announced the coming of John the Baptizer. Гавриил предвозвестил рождение Иоанна Крестителя. And then if you drop down to verse 26, Затем, если мы опустимся до 26 стиха, Gabriel was sent to Nazareth in Galilee. здесь сказано, что Гавриил был послан в Назарет, And there he announced the coming of Jesus. Галилейский, и там он предвозвестил о рождении Иисуса. Then if you turn to Luke chapter 2, Затем, если мы откроем Луки 2 главу, at the birth of Jesus, во время рождения Иисуса, again we have the angels. опять мы видим ангелов. Let's read verses, Luke chapter 2, verses 8 through 15, please. Прочтите, пожалуйста, Луки 2 глава с 8 по 15 стихи. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И отныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. До 15. И вот он знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилась с ангелом многочисленная войска небесная, славящая Бога и взывающая: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. All right, remember that the word angel means messenger. Помните, что слово ангел обозначает посланник? And this messenger is bringing good news to these shepherds. И этот посланник, он приносит благую весть этим пастухам. But verse 13 mentions a great company of the heavenly host. Но 13 стих упоминает бесчисленное множество ангелов. So there were many angels that were praising God. Было очень много ангелов, которые славили Бога. Because of the birth of Jesus. Из-за рождения Иисуса. Then if you go over to chapter 4, Затем, если мы откроем 4 главу, the archangel Satan tempts Jesus, архангел Сатана искушает Иисуса. and he tries to get Jesus to worship him. Он пытается заставить Иисуса, чтобы тот поклонялся Ему. Which the book of Revelation says we should only worship God. В то время как книга Откровения говорит о том, что мы должны поклоняться только Богу. And Jesus replies in verse 8, worship the Lord your God and serve him only. Иисус отвечает в 8 стихе: поклоняйся и служи одному Богу.
And then the archangel Satan tries to argue with Jesus, saying that the angels will protect him. Затем архангел Сатана пытается спорить с Иисусом, говоря, что ангелы его защитят. Now look at verse 10 and 11. Read that, please. Посмотрите на стихи 10 и 11. Прочтите их, пожалуйста. What chapter? Chapter 4. 4 глава, 10-11 стихи. Ибо написано: ангелам своим заповедается тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не цикнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Okay. Notice that this archangel quotes the scripture to Jesus, На то, что этот архангел цитирует Писание Иисусу, telling him that the angels will protect him, говоря ему, что ангелы будут защищать его. and he's quoting Psalm 90, verse 11 and 12 in your Bible, I think it is. И они цитируют Псалом 19, It's Psalm 91 in my Bible, so I think it's 90 in yours. Псалом 90 в нашей Библии, они цитируют. And Psalm 90 says that God takes care of the righteous. И в этом псалме говорится о том, что Бог заботится о праведных. So he's wanting Jesus to test the Lord by putting God on the spot. И он хочет, чтобы Иисус, он искусил Бога, то есть стал искушением для Бога, поставив Бога на место принятия решения. And Jesus replies that you must not put the Lord to the test. А Иисус отвечает, что нельзя искушать Бога. Now, in other accounts of the temptation, I think in Matthew's account, let me see. Думаю, у Матфея. Yes, in Matthew chapter 4, verse 11. Матфея 4 глава, 11 стих. It says, the devil left him and angels came and ministered to him. Сказано, что Сатана оставил его, и пришли ангелы, и приступили ангелы и служили ему. So it's interesting that one angel, who is an evil angel, is tempting Jesus, but other angels are helping Jesus. Интересно то, что плохой ангел искушает Иисуса, а хорошие ангелы служат ему. So the angels are at war with one another. То есть ангелы находятся в состоянии войны друг с другом. The angels of light and the angels of darkness. Ангелы света и ангелы тьмы. Now in Luke again, И опять-таки, if you will turn to Luke chapter 22. если вы откроете 22 главу, Let's see here. Look at verse 42 and 43, please. стихи 42 и 43. Let's have someone read that. Прочтите, пожалуйста. Говоря, отче, если бы ты благоволил пронес счастье сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Notice that it was an angel from heaven that was strengthening him. Обратите внимание, что это был ангел с небес, который укреплял его. So the angels of Satan fought against Jesus, while the angels of heaven served Jesus. То есть ангелы сатаны, они боролись против Иисуса, а ангелы с небес, они служили Иисусу. Then turn to Luke 24. Теперь откройте Луки 24 главу. And let's read verses 4 through 6. А теперь прочтем с 4 по 6 стих. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои,
к земле, сказали им: что вы еще ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Помните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее? All right, so here we have two men in white clothes, which we understand were angels. Здесь мы видим двух мужей в белоснежных одеждах, и мы понимаем, что это ангелы. But this reminds us of the description of angels in the book of Genesis. Это также напоминает описание ангелов в книге Бытия. Now turn to Acts 1. Теперь раскрутите Деяния первую главу. After the resurrection, when Jesus ascended into heaven, the angels were there. После того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса, появились ангелы. Let's read verses 9 through 11. Прочтите стихи с 9 по 11. Сказав сие, и поднялся в глазах их, и облако его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, перейдет тем же образом, как вы видели его восходящим на небо. Perhaps these are the same two men dressed in white Вероятно всего, это те же самые два мужа, которые были одеты в белоснежную одежду, that we met in Luke 24, verse 4. которых мы встречали в Луки 24:4. Also, let's see here. I've probably missed some accounts of angels in the life of Jesus. Я, наверное, пропустил еще упоминание об ангелах в жизни Иисуса. But I want you to turn to the book of Hebrews, where there's much said about the angels. Но я хочу, чтобы мы обратились к посланию к евреям, где очень много говорится об ангелах. And specifically about Christ and the angels. И в особенности о Христе и об ангелах. Let's look at Hebrews chapter 1, verses 2 through 4. Давайте посмотрим евреям, 1 глава с 2 по 4 стихи. Последние мысли говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образа постаси его, и держа все слово силы своей, совершив собой обещание грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ним наследовал имя. All right, look particularly at verse 4, Посмотрите в особенности на 4 стих, which says he became superior to the angels. где говорится о том, что он стал превосходнее ангелов. He was made superior to the angels. Он был сделан выше ангелов. But if you look at verse 3, we can tell when this happened. Если мы посмотрим на 3 стих, мы сможем сказать, когда это произошло. It said, after he had provided purification for sins, Здесь сказано, после того, как он сделал собой очищение грехов, he sat down at the right hand of the majesty in heaven, он воссел по правую руку величия на небесах, having become by so much superior to the angels, став настолько выше или превосходнее ангелов, as the name he has inherited is superior to theirs. насколько выше и славнее его имя, чем их имя. Now, when he was on earth, he was not superior to the angels. Когда он был на земле, он не был выше ангелов. Because if you look over at Hebrews 2, verse 7, Потому что когда вы посмотрите на Евреям 2 главу 7 стих, it says that God made him for a little while lower than the angels. здесь сказано, что он на некоторое время унизил или сделал его меньшим перед ангелами. And then crowned him with glory and honor. И только потом он короновал его или увенчал его славой и честью. And look at verse 9 of Hebrews 2. Посмотрите на 9 стих 2 главы.
Read that for us, please. Пожалуйста, номер 10. Але бачимо Ісуса мало чим меншим від ангелів, що за перетерпленням смерті Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. So during his time in the flesh, he was lower than the angels. То есть во время своего пребывания в плоти он был меньше, чем ангел. But at his resurrection, he was crowned with glory and honor. Но во время своего воскрешения он был увенчан славой и честью. And according to Hebrews 1:4, he was made superior to the angels. И согласно Евреям 1:4, он стал превосходнее ангелов. It was then that God enthroned him as king of the universe. И именно тогда Бог посадил его на престол как царя вселенной. He inherited a greater name than the angels. Он унаследовал имя славнее, чем у ангелов. Because of his obedience while he was on earth. Из-за своего повиновения и послушания, когда он был на земле. Look at this name in Hebrews 1 verse 5. Посмотрите на это имя в Евреям 1:5. Let's read that, please. Прочтите, пожалуйста, этот стих. «Ибо кому-то из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». The first quotation is from Psalm 2 verse 7. Первая цитата из 2 псалма 7 стиха. The second quotation is 2 Samuel 7:14. Вторая цитата из второй книги Царств 7:14. These are the words of enthronement when God makes someone king. Это слова, когда Бог делает кого-то царем. So the name given to Jesus when he sat down at the right hand of God was Son. Поэтому имя, данное Иисусу, когда он был посажен на престол, это сын. Look at verse 5 and underline the word today. И посмотрите на этот стих, на 5 стих, и подчеркните слово «ныне». See, he says, "You are my son, today I have begotten you." Он говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Today is the day God made him king. Ныне это тот день, когда Бог сделал его царем. Solomon was called God's son when he was made king in 2 Samuel 7:14. И Соломон был назван сыном Божьим, когда Бог сделал его царем во второй книге Царств 7:14. And David was called God's son when he was made king. И Давид был назван Божьим царем, когда он был коронован. In Psalm 2:7. В Псалме 2 главе 7 стихе. And Psalm 89:26 and 27 in my Bible, and 88:26 and 27 in your Bible. И в 88-м псалме стихах Psalm 88:26 and 27 in your Bible. 88-й псалом, 26-27 стихи. So when Jesus sat down at the right hand of God, God gave him the name Son because he was king. И когда Давид сел на престол, Бог назвал его сын, потому что Давид стал царем. He was now greater than the angels again. И он снова стал выше ангелов. And the angels now worship him again. И ангелы снова поклоняются ему. Look at verse 13, Hebrews 1:13. Посмотрите на 13 стих, Евреям 1:13. Read. Прочтите.
Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. And notice how similar verse 5 is to verse 13. А теперь обратите внимание, насколько похож 5 стих на 13 стих. In other words, he never said these things to the angels. Другими словами, он никогда подобного не говорил ангелам. But after Christ was obedient going to the cross, Но после того, как Христос был послушен, когда он пошел на крест, and after God raised him from the dead, и после того, как Бог воскресил его из мертвых, he said to Christ, "You are my son. он сказал Христу: ты сын мой, Sit at my right hand." сиди по правую руку от меня. So the angels are not ruling over the universe like Christ is. То есть ангелы не правят вселенной так, как это делает Христос. But what about the angels? Но что насчет ангелов? Look at verse 6 and 7 of that same chapter. Посмотрите на стих 6 и 7 этой же главы. And read, please. Прочтите их, пожалуйста. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. And how does yours translate verse 7? About the angels, it is said that you make spirits your angels and burning fire to be your ministers. Okay. Underline the words spirits and ministers. Подчеркните слова духов и служителями. And these are two words that describe the angels. Это те слова, которые описывают ангелов. But this is not your regular word for ministers. Но это необычное слово, которое обозначает служителя. This is the word leiturgus. Это слово литургус. This means priestly ministers. Это значит священнический служитель. And see the words spirits and ministers in verse 7. И обратите внимание, слово «дух» и «служитель» в 7 стихе. These words are repeated in verse 14, Эти слова повторяются в 14 стихе, where it says that the angels are ministering spirits, где говорится, что ангелы — это служебные духи, and they are sent to serve those who will inherit salvation. и они посланы служить тем, кто унаследует спасение. Then in Hebrews chapter 2 Затем в Евреям 2 главе, and verse 5, 5 стихе, God is talking about the Messianic age. Бог говорит о мессианской эре. From the perspective of the Old Testament, it was the age to come when the Messiah would rule. И с перспективы Ветхого Завета это тот период, который должен был наступить, когда будет править Мессия. And it was not to be angels that would rule over this age, И не ангелы будут править в этот период. but if you read verse 7 and 8 again, please, Если вы снова прочтете стихи 7 и 8, пожалуйста. 2, да. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. notice that when Christ was crowned with glory and honor, Обратите внимание, что когда Христос был увенчан славою и честью, everything was put under his feet. все было покорено под ноги Ему. So while the angels serve us on behalf of Christ, И поэтому, когда ангелы служат нам ради Христа, Christ is the ruler of the universe. Христос является правителем вселенной. Now go to Hebrews chapter 12.
Евреям 15 главу. And let's look at verse 18, И посмотрим на 18 стих, where it says that we have not come to Mount Sinai, где говорится, что мы приступаем не к горе Синай. but if you look at verse 22, Если мы посмотрим на 22 стих, we have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem. здесь сказано, что мы приступили к горе Сион, к небесному Иерусалиму. We have come to the city of the living God and to thousands and thousands of angels. Мы приступили к городу живого Бога и к тысячам ангелов. So it's interesting that Christ is above the angels. И интересно то, что Христос, Он превознесен над ангелом. But that the angels are involved in the lives of Christians. Но ангелы принимают участие в жизни христиан. Look at Hebrews 13:2. Посмотрите на Евреям 17. And read, please. Прочтите, пожалуйста. Самолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. All right, so there's a lot about angels in the book of Hebrews. То есть в послании к евреям очень много говорится об ангелах. And a lot of the New Testament talks about angels in relation to Christ. И очень много в Новом Завете упоминается об ангелах по отношению к Христу. While the evil angels fight against us, И хотя злые ангелы воюют против нас, the angels of God serve us. ангелы Божьи служат нам. The evil angels rebel against Christ, Злые ангелы, они восстают против Христа. but the angels of God worship Christ and serve Christ. Но ангелы Божьи, они поклоняются Христу и служат Ему. These are some basic truths about Christ and angels. И это основные истины относительно Христа и ангелов. Okay, let's have some questions if you have a question. А теперь давайте, у кого есть вопросы. No questions so far. Yeah. Okay, I was gonna take that as a niet. No questions. Okay, now here's my question. Вот теперь мой вопрос. We've pretty well covered the subject of angels. Where do we go from here? Мы уже хорошо рассмотрели тему ангелов. Куда мы пойдем отсюда? Did he say we go home? No, so straight to heaven. Oh, straight to heaven. Okay. Да, о небесах Would- говорит. Would you like to talk about the afterlife for a moment, for a little bit? Heaven and the afterlife? Хотите поговорить о небесах и о жизни, которая будет после смерти? Да. Yes. Okay. In the book of Hebrews, Послание к евреям, if you go back to Hebrews chapter 11, когда мы откроем евреям 11 главу, he's talking about faith and how we have to endure in our faith. здесь говорится о вере и о том, как мы должны быть твердыми в вере. He's talking about Abraham in Hebrews 11 verse 10. Говорится о Аврааме в Евреям 11:10. Let's read verse 10, please. Прочтите, пожалуйста, 10 стих. Он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. All right, so Abraham was looking for a city, То есть Авраам искал, ожидал города. a city designed and built by God. Города, которого создателем и строителем является Бог. Drop down to Hebrews 11 verse 16. Откроем Евреям 11:16. Actually, let's begin with verse 13 and read through verse 16. Начните с 13, прочтите по 16 стих.
И сии умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. All right, notice in verse 13 at the end Обратите внимание, в 13 стихе в конце that the people of faith said that they were strangers and pilgrims on the earth. Люди веры говорили, что они являются странниками и пришельцами, то есть путешественниками по земле. We don't belong here, we're just passing through. То есть мы здесь не принадлежим, мы просто проходим. Underline the part in verse 14 that says they are looking for a country of their own. И в 14 стихе, пожалуйста, подчеркните выражение, что они говорили, что ищут Отечество, то есть страны, которая им принадлежит. And then underline in verse 16, they are longing for a better country. И затем в 16 стихе говорится о том, что они стремились к лучшей стране. And then at the end of verse 16, he has prepared a city for them. И в конце 16 стиха он приготовил им город. Connect that back to verse 10, where he talked about the city whose builder and maker is God. А теперь сравните, соедините с 10 стихом, где говорится о городе, чьим создателем и строителем является Бог. Go to chapter 12. Откройте 12 главу. Let's read verse 22 and 23. Прочтите, пожалуйста, стихи 22 и 23. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. All right, notice that we have come to the heavenly Jerusalem in verse 22. Обратите внимание, что мы приступили к небесному Иерусалиму. 22 стих. See, I think this is the city he was talking about in Hebrews 11. Я думаю, это тот город, о котором упоминается в Евреям 11 главе. Verse 23 speaks of the church of the firstborn ones who are enrolled or whose names are written in heaven. И 23 стих говорит о церкви первенцев, чьи имена записаны на небесах. It means that we are citizens of the heavenly Jerusalem, not the earthly Jerusalem. Это означает, что мы являемся гражданами небесного Иерусалима, а не земного Иерусалима. Then look at Hebrews chapter 13 Теперь посмотрите на Евреям 13 главу and verse 14. и 14 стих. And read, please. И прочтите их, пожалуйста. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. So here on earth we don't have a lasting city. То есть здесь, на земле, у нас нет постоянного города. The Jerusalem that they so loved on earth was going to be destroyed. Тот Иерусалим, который они так любили на земле, он будет разрушен. But there is a new Jerusalem, a heavenly Jerusalem. Но существует новый Иерусалим, небесный Иерусалим. It is the city that Abraham was looking for. Это тот город, которого ожидал и искал Авраам. It is the city that all the great people of faith were seeking. Это тот город, которого искали все великие люди веры. It is the city where our names are written. Это тот город, где записаны наши имена. It is the new Jerusalem. Это новый Иерусалим. All of this goes back to a prophecy in Isaiah 65. Все это возвращается к пророчеству в Исаии 60 главе. Let's turn back to the book of Isaiah. Вот откроем книгу Исаии.
Some of these prophecies have a double fulfillment. Некоторые из этих пророчеств имеют двойное исполнение. There's a poetic fulfillment in coming back from the captivity. Есть поэтическое исполнение в их возвращении из плена. But there's an ultimate fulfillment in the New Jerusalem that happens after the judgment. Есть также и полное исполнение, когда Новый Иерусалим придет под судам. Look at Isaiah 65, verse 17, and down through 19, please. Прочитайте, пожалуйста, Исайя 65, 17 по 19 стихи. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут, воспоминания не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю в Иерусалим весельем, и народ его радости. И буду радоваться в Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача, голос вопля. So God says He will create a new heavens and a new earth and a new Jerusalem. Здесь Бог говорит о том, что Он создаст новое небо, новую землю и новый Иерусалим. Some would say that this just means that everything would be different after the captivity. Кто-то говорит, что это просто значит, что все будет по-другому после пленения. And the people would be happy instead of crying again. И что люди будут счастливы вместо того, чтобы плакать. The New Testament writers saw these as a prophecy of what was coming for Christians. Новозаветные авторы увидели, что увидели в этом пророчество того, что ожидает христиан. Look at keep Isaiah open here and turn to 2 Peter 3:13. Держите закладку на Исаии и откройте 2 Петра, 2 Peter. Chapter 3, verse 13. 3:13. 2 Петра 3:13. Let's read that, please. Прочтите, пожалуйста. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба, новой земли, на которой обитает правда. All right, underline the part that says, according to His promise. И подчеркните эту часть, где говорится, согласно обетованию. And write down out beside it Isaiah 65:17. И рядом напишите Исайя 65:17. Because, see, that's where it was promised. Потому что, видите, именно там это было обещано. Now, let's go back to Isaiah 62. Теперь откроем Исайя 62 глава. He's talking about Zion or Jerusalem. Здесь говорится о Сионе или Иерусалиме. Let's have someone read 62, 1 through 5, please. Прочтите, пожалуйста, 62 глава с 1 по 5 стихи. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды Его. Воспитание Его, как говорящий светильник. И увидят народы правду Твою, все цари славу Твою, и назовут Тебя новое имя, которое нарекут уста Господа. И будешь лицем славы в руке Господа и царского демоем на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть святыней, но будут называть Тебя мое благоволение к Нему, а землю Твою замужнюю, ибо Господь благоволит к Тебе, и земля Твоя сочетается. All right, look at the part in verse 2 where it says, you will be called by a new name. Посмотрите на вот эту часть 2 стиха, где сказано, что вы будете называться новым именем. Some preachers take this out of context and say the new name is Christian. Некоторые люди вырывают этот стих из контекста и говорят, что новое имя – это то, что мы называемся христиане. But if you look at verse 4, it tells you what the old name was and what the new name is. Если мы посмотрим на 4 стих, то там четко сказано, каким было старое имя и каким будет новое имя. Jerusalem used to be called deserted or desolate.
Иерусалим уже тогда называли опустошенную землей или покинутой землей. But he's going to call her Hephzibah or Beulah. Но он будет назван теперь Хавсиба или Бьюла. And does your Russian Bible have the Hebrew words, or does it translate them? It translates. All right, Hephzibah means my delight is in her. И Хавсиба это значит моя радость в ней. And Beulah means married. Бьюла значит замужняя. So instead of being desolate and deserted, she's going to be God's delight and be married to God. То есть вместо того, чтобы быть опустошенной и покинутой, она станет Божьей радостью и замужеством. But if you turn to Revelation chapter 21, Если мы откроем Откровение 21 главу, Revelation 21, all the pages are turning. Откровение 21 глава, слышу, как ваши страницы переворачиваются. Read verse 2, please. Прочтите, пожалуйста, 2 стих. Он взял дракона, змея древнего, который дьявол, сатана, и сковал, что и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. So the new Jerusalem is now the bride for her husband. Новый Иерусалим это сейчас уже невеста. And look at Revelation 21, verse 9. А теперь 21 глава, 9 стих. The angel says to John, Ангел сказал Иоанну, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. он сказал, подойди и покажу тебе невесту, жену Агнца. And in verse 10, he shows him the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven. И в 10 стихе он показывает новый город Иерусалим, который исходит с небес. So again, we have a connection back to Isaiah's prophecy. И опять-таки мы видим связь с пророчеством Исаии. Remember that Abraham was looking for the city. Помните, Авраам ожидал города. And we have a city which is to come. И у нас есть город, который должен прийти. And that city is New Jerusalem. И этим городом является Новый Иерусалим. Look at the book of Ezekiel. Посмотрите на книгу Иезекииля, Look at the last chapter. на последнюю главу. Now, actually, starting in Ezekiel chapter 40, Начиная с Иезекииля 40 главы, there is a long description of the New Jerusalem. долгое описание Нового Иерусалима. And if you go to Ezekiel chapter 48, verse 35, И если мы откроем Иезекииль 48:35, this is what the final thing said about this city. то вот что в конце говорится об этом городе. Let's read 48:35. Прочтите, пожалуйста, 48:35. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там. So the city is called the Lord is there. The Lord lives there. И город называется Господь есть там. But turn to Revelation chapter 21 Теперь откройте Откровение 21 главу and look at verse 3 and 4. и посмотрите на стихи 3 и 4. And whatever the word to read is, I need to learn that in Russian. Read, please. Прочтите, пожалуйста. Услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И им откроет Бог всякую слепоту с очей их, и смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни». All right, now keep that verse and look at Isaiah 65 again.
И поставьте закладку на этом стихе, откройте Исайя 65 снова. Look at verse 17, Посмотрите на стих 17. where it says, "The former things will not be remembered, nor will they come into mind." Где говорится, что прежнее уже не будет вспоминаться и не придет на память. And compare that to Revelation 21, verse 4, И сравните это с Откровением 21 главой 4 стихом, where it says, "The old things have passed away." говорящее о том, что все древнее прошло. Then look at Isaiah 65, verse 19, Затем посмотрите на Исайя 65:19, where it says, "The sound of weeping and crying will be heard in it no more." где говорится о том, что звука плача и слез не будет уже больше слышно. And then look at Revelation 21, verse 4. "He will wipe away every tear from their eyes. There'll be no more death, mourning, or crying anymore." И откройте Откровение 21:4, где говорится, что уже не будет ни слез, ни страданий там, потому что ни смерти, ни болезни больше не будет. So many times when people ask us, "Well, where are we going when we die?" Поэтому часто, когда люди спрашивают у нас, куда мы пойдем после смерти, we say, "Well, we're going to heaven." мы говорим, что пойдем на небеса. But the New Testament usually says, Но Новый Завет обычно говорит, we're going to the New Jerusalem. что мы пойдем в Новый Иерусалим. And this is the terminology that's used to describe the place where we're going to be after the judgment. И это терминология, которая описывает то, где мы будем после суда. Notice in Revelation 21, verse 2, Обратите внимание на Откровение 21:2, that the New Jerusalem is coming down out of heaven from God. Что Новый Иерусалим нисходит из небес от Бога. And notice again in verse 10, И обратите внимание снова в 10 стихе, the holy city is coming down out of heaven. что святой город сходит с небес. So no longer is God in heaven and man on earth, И теперь не только уже Бог на небесах, а человек на земле. but there is a new heavens and a new earth, Уже будет новая земля и новое небо. and the holy city has come down out of heaven to the new earth. И святой город, он спустится с небес с новых небес на новую землю, Where God and man live together now and not separately. где Бог и человек будут жить вместе теперь, а не по отдельности. In the New Jerusalem. В Новом Иерусалиме. Okay, now does anybody want to ask any questions? Возможно, кто-то хочет сейчас задать вопрос. Я слышала такое мнение, что когда говорят, что город с неба, то, возможно, это церковь. Okay, I've heard such an interpretation that when people say about the city coming from heaven, it's talking about the church. Some people say that Revelation 21 and 22 is not talking about the afterlife, but it's talking about the church. Есть люди, которые говорят, что Откровение 21-22 относится не к жизни после смерти, а к церкви. But I don't think that's correct. Но я не думаю, что это правильно. And here's the reason why. И вот почему. There is a time sequence in the last 3 chapters of Revelation. Последние 3 части книги Откровения, у них есть определенная хронология. If you look at chapter 19, Если вы посмотрите на 19 главу, you have in verse 19 through 21, с 19 по 21 стих, Christ defeats the beast and the false prophet and throws them into the lake of fire. Христос побеждает зверя и лжепророка и бросает их в озеро огненное.
Let's read Revelation 19, verse 20 specifically. Прочитай, пожалуйста, Откровение 19:20. «И видел я зверя и царей земных, и воинства их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, с которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящее серой». All right, so after this, you have the millennium in chapter 20, verses 1 through 6. После этого мы видим тысячелетнее царство, 20 глава, с 1 по 6 стихи. You notice that Satan is bound, Мы видим, что сатана связан. and it says in verse 3 that after the 1,000 years, he'll be set free for a short time. И дальше в 3 стихе мы видим, что по прошествии 1000 лет он будет освобожден на короткое время. Look at the end of verse 3 where it says, afterwards he must be set free for a short time. И обратите внимание на вот эти слова, что после всего он будет освобожден на короткое время. Now look at verse 7, chapter 20, verse 7. Теперь посмотрите на 20 главу, 7 стих. When the 1,000 years are finished, Satan will be released. После того, как закончится 1000 лет, сатана будет отпущен. And look what happens to Satan in verse 10. И обратите внимание, что происходит с сатаной в 10 стихе. Let's read verse 10. Прочтите, пожалуйста, 10 стих. «А дьявол, привечавший их, ввергнут в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Notice that the beast and the false prophet had already been thrown into the lake of fire. Видите, что зверь и лжепророк уже были брошены в озеро огненное. Before the 1,000 years, Еще до 1000 лет. and it's after the 1,000 years that Satan is released and thrown into the lake of fire where the beast and the false prophet already are. И только после 1000 лет сатана будет отпущен и брошен в озеро огненное, где зверь и лжепророк уже находятся. So this is a clear time sequence here. То есть здесь мы видим четкую хронологию. Then comes the judgment scene at verse 11. Затем происходит вот эта сцена суда в 11 стихе. Where all the dead are raised and they stand in front of God. Когда воскреснут все мертвые и станут перед Богом. And let's read verses 13 through 15. И прочтем стихи с 12 по 15. And remember that Satan has already been thrown into the lake of fire. И помните, что на этот момент сатана уже брошен в озеро огненное. Пожалуйста, прочтите стих. Да, отдал он в море мертвых, бывших днем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. All right, so now death and Hades are thrown into the lake of fire. Теперь смерть и ад были брошены в озеро огненное. Now, who is already in the lake of fire at this point? А кто уже находится в озере огненном на этот момент? Satan, the beast, and the false prophet. All right, now then, everyone not written in the book of life is thrown into the lake of fire. А теперь все, кто не записаны в книге жизни, брошены в озеро огненное. So this is judgment time. И вот это время суда. Chapter 21, verse 1. 21 глава, 1 стих. Then he sees the new heaven and the new earth and the new Jerusalem. Тогда увидел он новое небо и новый Иерусалим, который сходит с нового неба. This is telling you what happens to the people who are written in the book of life. И здесь говорится о тех людях дальше, кто были записаны в книгу жизни.
See, the ones who are not written in the book of life are cast into the lake of fire. Видите ли, те, кто не были записаны в книгу жизни, они были брошены в озеро Огненное. And chapter 21, 1 through 7 tells you about the people that are in the book of life and how they'll get to be in the New Jerusalem. А 21 глава стихи с 1 по 7 описывают тех людей, чьи имена записаны в книге жизни, и они будут в Новом Иерусалиме. But verse 8 tells you again where the ones that are not written in the book of life are. Но 8 стих снова говорит о том, где будут те, чьи имена не записаны в книге жизни. They're in the lake of fire. И они будут в озере Огненном. Then if you go down to chapter 21, verse 27, Затем, когда мы посмотрим на 21 главу, стих 27, this is after it describes the beautiful city Jerusalem. это идет после того, как идет описание красивого города Иерусалима. It says that nothing impure will ever go in it. No one who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the book of life. И здесь сказано, что в него не войдет ничто нечистое, и никто, кто делает что-то мерзкое и ложное, а только те, кто записаны у Агнца в книге жизни. Compare Revelation 21:27 Сравните Откровение 21 глава 27 стих to Revelation 20, verse 15. с Откровением 20 главой с 15 стихом. See, one verse tells you what happens to those who are not written in the book. И один стих говорит о тех, кто не был записан в книге. And the other verse tells you what happens to those who are written in the book. Другой стих говорит о том, о тех, кто был записан в книге. And again, this is after the judgment. И опять-таки это все происходит после суда. Let's see here. There was one other I wanted you to read. Look at Revelation 22, verses 14 and 15. Посмотрите на Откровение 22, 14-15. This is repeated one more time. И здесь снова повторяется. Let's read. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. And then Revelation chapter 22, verse 19. Теперь Откровение 22 глава 19 стих. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге всей. And what is the name of the holy city described in this book? И как называется святой город, который описан в этой книге? Jerusalem. Jerusalem. That's right. Da. Okay, let's take a little break. Теперь небольшой перерыв. Сколько? 20?
Okay. Dan, Yes, ma'am. Howell Ferguson and Mary Ferguson gave you their greetings. Wonderful. They are here in Ukraine right now. Wonderful. Howell is teaching a class on homiletic students. Great. Well, they were sorry they couldn't be here to say hi because they want to visit. Wonderful. But they were happy to hear that you are back working with us. Well, thank you. Tell them hello and give them my best, okay? Okay. Oh well. Also, tell Brother Dennis that we will probably shift gears. We'll probably shift to something different next week. So Okay. tell him to get in touch with me about what he would like for me to teach. Okay, I will. I will. Okay, who would like to ask a question about what we've just talked about? Возможно, у кого-то есть вопросы по поводу того, о чем мы говорили сегодня. А можно чуть вернуться назад, немножечко еще раз объяснить этот отрывок Евреям 1:5. Ныне я родил тебя, слово ныне, еще раз, я не уловил мысль просто. Okay, the question is, they want you to go back to Hebrews 1:5 and Okay. Explain again this word today. You want them to explain this word, and they ask you to explain it again. All right. Some people did not clearly understood it. All right, let's all look at Hebrews 1:5. Откроем Евреям 1:5. And at the same time, В это самое время turn to Psalm 2. Псалом 2. So you have Hebrews 1:5 in one hand and Psalm 2:7 in the other hand. Чтобы у вас с одной стороны было Евреям 1:5 и Псалом 2. Now first we have to understand Psalm 2. Во-первых, нам нужно понимать второй псалом. Psalm 2 is about a rebellion Второй псалом относится к восстанию against the Lord and against his king. Против Бога и его царя. All right, let's have someone read Psalm 2 verses 1 through 3. Прочтите, пожалуйста, второй псалом с 1 по 3 стихи. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. All right, underline in verse 1 the nations and the people. Подчеркните в первом стихе народы и царства. Then in verse 2, underline the kings and the rulers. Затем во втором стихе подчеркните цари и правители или князья. So you have the nations, the peoples, the kings, the rulers. Здесь мы видим народы, племена, цари и князья. All of those are against the Lord and against his anointed one. Все они противостоят Богу и Его помазаннику. Now, does yours say in verse 2, against the Lord and against his Christ? У нас no anointed one. Okay. Now, the Greek word there in verse 2 at the last part is Christos. Греческое слово во втором стихе, в конце стиха, это слово «Христос». The Hebrew word is Mashiach or Messiah. Еврейское слово «Мессия», «Мессия» или «Мессия». It means the one that God has anointed to be king. И оно значит тот, кого Бог помазал быть царем.
So the nations, the peoples, the kings, and the rulers are rebelling against God and God's king. То есть народы, племена, цари и князья восстают против Бога и Его царя. The nations and peoples and kings and rulers are talking about God and God's king in verse 3. И народы, племена и князья и цари говорят против Бога, выступают против Бога в 3 стихе. And they say, let us break their chains, let us throw off their fetters. И они говорят, расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. They don't want God and God's king telling them what to do. Они не хотят, чтобы Бог и помазанный им царь говорили им, что им делать. So verse 4 and 5 tells you how God responds to that. И 4 и 5 стихи говорят о том, как Бог на это отвечает. He laughs. Смеется. He scoffs at them. Он посмеется над ними. He rebukes them. Он накажет их. He terrifies them. Он напугает их. And here's what God says in verse 6. И вот что Бог говорит в 6 стихе. He's saying this to those rebels. Он говорит это тем бунтовщикам. He says, I have installed my king on Zion, my holy hill. Он говорит, я поставил царя на Сионе, своей святой горе. In other words, this is my king and you have no right to rebel against him. Другими словами, это мой царь, и у вас нет никакого права восставать против него. In verse 7, we have what the king says. В 7 стихе мы видим то, что говорит этот царь. The king, God's chosen king, is telling about when God made him king. Помазанный Богом царь говорит о том времени, когда Бог сделал его царем. He says, I will proclaim the decree of the Lord. Он говорит, провозглашу суды Господни. The decree of the Lord is when God decreed that this one would be king. И возвещу определение, то есть Бог дал определение, Он высказал суд, ты будешь царем. Then in verse 7 it says, He said to me. И в 7 стихе сказано, ты сказал мне. He is God. Вернее, Он сказал мне. Он, то есть Бог. Me is the king. Мне это царь. The anointed one. Помазанный. God said to the king, Бог сказал царю, You are my son. ты мой сын. Today I have become your father. Сегодня я стану твоим отцом. Again, underline the word today. И опять-таки подчеркните слово ныне. See, today is the day that God appointed him king. Видите ли, ныне это тот день, когда Бог назначил его царем. Go back to verse 6. Идите к 6 стиху. God said, I have installed my king on Zion, my holy hill. Бог говорит, помазал я царя моего над Сионом, святой горой моей. When God makes him king, he becomes God's son. Когда Бог делает его царем, он становится Божьим сыном. That's the significance of the word today. И это как раз показывает значимость слова ныне или сегодня. Now, look at these phrases. Look at the phrase in verse 7, You are my son. А теперь обратите внимание на вот эти выражения. В 7 стихе, ты сын мой. And then look at verse 9, You will rule them with an iron scepter. И 9 стих, где сказано, ты поразишь их жезлом железным. This is called an enthronement psalm. Это еще называется псалом воцарения. Then in verse 10 and 11 and 12, it tells these rebels they better be wise and serve God's king. И затем в стихах 11 и 12 идет обращение к восстающим, что им нужно вразумиться, стать мудрыми и служить царю. Read 10 through 12. Прочтите с 10 по 12 стихи.
Так вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгордится. Underline in verse 10, you kings and you rulers. Подчеркните в 10 стихе цари и судьи земли. And then connect that with the kings and the rulers in verse 2. И соедините это с царями и князьями во 2 стихе. Then underline serve the Lord in verse 11 and kiss the Son in verse 12. А теперь сравните вот это соедините в 11 стихе служите Господу, в 12 почтите Сына. And where it says serve the Lord, connect that back to verse 2 where it says against the Lord. Затем в 11 стихе служите Господу, а теперь соедините это во 2 стихе против Господа. And then where it says kiss the Son, И где в 12 стихе сказано почтите Сына, connect that to the end of verse 2 where it says against his anointed one. и соедините это с 2 стихом, где сказано против Сына. So instead of being against the Lord, they need to serve the Lord. То есть вместо того, чтобы выступать против Господа, они должны служить Господу. Instead of being against his anointed one, they need to kiss him or bow down to him. И вместо того, чтобы быть против Божьего помазанника, они должны почитать Божьего помазанника или же преклониться пред ним. In other words, if you know what's good for you, you will serve me and serve my king instead of rebelling against us. Другими словами, если ты знаешь, что лучше для тебя, то ты будешь служить мне, то есть Богу, и будешь слушаться того, кого я поставил. When God chose and anointed a king, Когда Бог выбирал и помазывал царя, he called that person his son. Бог называл этого человека своим сыном. Let me show you in Psalm 89. Смотрите также на Псалом 88. Let's go over to Psalm 89. 88 Псалом. And we're going to start with verse 20. И мы начнем со стиха 20. Oh, I'm sorry, this will be 88:20 in yours, huh? Да, yes. And he says, I have found David my servant, with my sacred oil I have anointed him. 21 стих. «И вел Давид раба твоего, святым елеем моим помазал его». So David now is God's anointed. И теперь Давид — это Божий помазанник. He is God's Christos. Он Божий Христос. He is God's Messiah. Он Божий Мессия. And in verse 21, my hand will sustain him. И в 22 стихе сказано, рука моя пребудет с ним. My arm will strengthen him. И мышца моя укрепит его. Who is the him in verse 21? О ком таком нем говорится в 22 стихе? About David, about... Yes, it's David. David. Да, о Давиде. Now look at the hymn, underline all the hymns in verse 22 and 23. А теперь подчеркните все слова его в 22, 23, 24 стихе. And in verse 24 and 25. И 25, 26 стих. And they all go back to David in verse 20. И все это возвращается к Давиду, который упоминается в 21 стихе. Now look at verse 26. Теперь посмотрите на 27 стих. He will call out to me. Он будет звать меня. He is David. Он, то есть Давид. Me is God. Меня, то есть Бог. What does David say to God?
Что говорит Давид Богу? He says, "You are my father." Ты отец мой. And what does God say to David in verse 27? И что говорит Бог Давиду в 28 стихе? I will make him my firstborn. Я сделаю его первенцем своим. Well, when did God make David his firstborn? Когда Бог сделал Давида первенцем своим? If you go back to verse 20, it's when God anointed him as king. Возвращаясь к 21 стиху, это произошло тогда, когда Бог помазал его царем. So David was considered God's son Поэтому Давид считался сыном Божьим, because God chose him and anointed him to be king. потому что Бог выбрал и помазал его быть царем. Look at 2 Samuel 7:14. Давайте посмотрим на вторую книгу Царств 7:14. 2 Samuel 7:14. Вторая книга Царств 7:14. This is talking about Solomon. Здесь говорится о Соломоне. God chose Solomon to be king. Бог избрал Соломона, чтобы тот был царем. This is the verse quoted in Hebrews 1:5 right after Psalm 2:7. И этот стих тоже цитируется в Евреям 2 главе, сразу же после 2 псалма 7 стиха. See, in Hebrews 1:5 he says, "To which of the angels did he ever once say, В Евреям 1 глава 5 стих сказано, кому из ангелов он говорил: You are my son, today I have begotten you"? Ты мой сын, ныне я родил тебя. Or, Или I will be to him a father and he will be to me a son. я буду ему отцом, а он будет мне сыном. You see there in 2 Samuel 7:14? Видите это во второй книге Царств 7:14. I will be to him a father and he will be to me a son. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. And when he does wrong, I will punish him. И если он согрешит, я накажу его. Well, we know that Jesus never did wrong, did he? Но мы же знаем, что Иисус никогда не согрешал. But he's talking about Solomon. Но здесь говорится о Соломоне. So was Solomon God's son? Был ли Соломон Божьим сыном? Yes. Yes, he was. And so was David. Также и Давид. And so was Saul. Также и Саул. They became God's son when God made them king. Они стали сыновьями Божьими, когда Бог сделал их царями. And that's what's meant in Hebrews 1:5 when it says, "You are my son, today have I begotten you." И именно это подразумевается в Евреям 1:5, когда говорится: «Ты сын мой, и ныне я родил тебя». So in this sense, Jesus became the Son of God when he rose from the dead and sat down at the right hand of God. И в этом смысле Иисус стал Сыном Божьим после того, как Он воскрес из мертвых и воссел одесную престола Божья. Now this doesn't have anything to do with the fact that he was born of a virgin. И это вообще не имеет никакого отношения к тому факту, что Он был рожден от Девы. This has to do with him being chosen and anointed as king. Это имеет отношение к тому, что Он был избран и помазан быть царем. Look at John 1:49. Давайте посмотрим на Иоанна 1:49. Pages turning. Слышу, как поворачиваются страницы. 1:49. John 1:49. Иоанна 1:49. Nathanael says to Jesus, Нафаниил отвечает Иисусу. and he's only met Jesus once. И он встречался с Иисусом только однажды. He says, "You are the Son of God. You are the King of Israel." Он говорит: ты Сын Божий, ты Царь Израиля. Nathanael knows nothing of the virgin birth. Нафаниил еще не знает ничего о рождении Иисуса от Девы. But he knows in his heart that God has chosen this man to be king.
Но он знает в своем сердце, что Бог избрал этого человека, чтобы он был царем. In Matthew 16, verse 16, В Матфея 16:16 Peter says to Jesus, Петр говорит Иисусу: "You are the Christ, the Son of the living God." он говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. What does the word Christ mean? Что означает слово Христос? Помазанник. Anointed one. That is right. And Son of God there means the same thing. It means you're the one that God has chosen to be king. И слово «сын Божий» в этом отрывке означает то же самое, что ты человек, которого Бог помазал быть царем. At that point, Peter didn't know anything about a virgin birth. На этом периоде Петр еще ничего не знал о рождении Иисуса от Девы. But he believed that Jesus was the one God had chosen to be king. Но он верил, что именно Иисуса Бог избрал быть царем. Therefore, he was the Son of God. Именно поэтому он и был Сыном Божьим. If you read the following verses, Если вы прочтете последующие стихи, Jesus says, "Upon this rock I'll build my church." Иисус говорит: и на камне сем построю церковь. That rock is the fact that Jesus is king and ruler and master. И камнем этим является тот факт, что Иисус является царем, правителем, господином. If you keep reading some more verses, Если вы прочитаете еще стихи, you'll see that Jesus predicts that he needs to go and die. вы увидите, что Иисус предрекает, что ему нужно будет умереть. And Peter's totally against that. И Петр выступает против этого. He says, "This is never going to happen to you." Он говорит: да не произойдет этого с тобой. And Jesus tells him, "Get behind me, Satan. You're thinking about not the things of God, but the things of men." И Иисус отвечает ему: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье. Peter wanted Jesus to be a king in Jerusalem and kick the Romans out. Петр думал, что Иисус станет царем в Иерусалиме и прогонит оттуда римлян. He had no idea about the plan of salvation or the death or the resurrection or Jesus' heavenly rule. Он не имел понятия о смерти, воскресении и небесном правлении Иисуса. Only after the resurrection did he understand those things. Только после воскресения он понял это. So most of the time in the New Testament, Так что в большинстве случаев в Новом Завете, and I say most of the time because there's a couple of exceptions, и я говорю вам сейчас в большинстве случаев, потому что есть определенные исключения. like in Luke 1:35, Так в Луке 1:35. but most of the time, Son of God means king. В большинстве случаев выражение «сын Божий» или «Божий сын» это означает «царь». Look at Romans 1:4. Посмотрите на Римлянам 1:4. Let's read Romans 1:2-4. Прочтите, пожалуйста, Римлянам 1 глава со 2 по 4 стихи. Которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, от имени своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем. All right, look at verse 4. When was Jesus declared with power to be the Son of God? Посмотрите на 4 стих. Когда Иисусу дана была власть называться Сыном Божьим. Через воскресение после воскресения. Through the resurrection from the dead. Yet, it was then that God said, "You are my son, today I have begotten you."
Именно тогда Бог сказал: ты мой сын, ныне я родил тебя. It was then that Jesus said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Именно тогда Иисус мог сказать: дана мне всякая власть на небе и на земле. It was then that he became king over the kingdom of God. Именно тогда он стал царем над Царствием Божьим. So Romans 1:4 and Hebrews 1:5 are talking about the same time. Так что Римлянам 1:4 и Евреям 1:5 говорят об одном и том же времени. What's the young man's name that asked the question? Как зовут молодого человека, который задал вопрос? Богдан. Богдан. Bogdan? Yes. Да. Okay. Your question has to do with the subject of Christology. Твой вопрос имеет отношение к сфере, которая называется христология. What are the titles of Jesus and what do they really mean? Это относится к тому, какие титулы принадлежат Иисусу и что они означают. What is the biblical background of the term Son of God? Какая библейская подоплека, то есть что стоит за выражением, библейским выражением «Сын Божий». In Hebrews, the name that Jesus inherited after his death and resurrection is Son. И в Евреях мы видим, что Иисус унаследовал имя после своей смерти и воскрешения, и это имя Сын. But he was called Son of God, Son of Man. Но он назывался Сыном Божьим, Сыном Человеческим, The Lamb of God, Агнец Божий, the Good Shepherd, Добрый Пастырь, the Light of the World, the Bread of Life. Свет миру, Хлеб жизни. And each one of those has a biblical background that tells you what it means. И каждый из этих титулов имеет библейское основание, которое объясняет значение этого титула. Most Christians do not understand the term Son of God the way the Bible usually uses it. И большинство из христиан не понимает термина «Сын Божий» в том значении, которое предполагает Библия. Go ahead. What's that brother's name right there? Alex? Alexander? No, Alexei. Alexei. Okay. Из Писания мы знаем из Исаии откровения, что Иисус, Он имеет вечную природу. То есть Он не имеет ни начала, ни конца. Он есть альфа и омега, а в Исаии написано, что Он Отец вечности. Пусть Он прокомментирует, учитывая это Колоссянам 1:15. Еще раз, первый. Колоссянам 1:15. Но если Иисус Отец вечности и альфа и омега, то есть Он не имеет ни начала, ни конца. I picked up that you're asking about Isaiah 7:14. No. No? Okay. He is asking. Okay, his question is: since Jesus is being called Alpha and Omega, and in Isaiah he's being called an eternal, we agree that his nature as part of Godhead. His nature is eternal. Then how do you correlate that with Colossians 1:15, where it says that he was born before any creation? Okay. You're misunderstanding the word firstborn. Ты неправильно понимаешь слово рожденный или перворожденный. This is the Greek word prototokos. Это греческое слово, которое используется здесь. Prototokos is the Greek word. Прототокос. Now, prototokos does not mean the first one who was born. И прототокос не означает, что первый, который был рожден. Let me give you some examples here. И позвольте привести вам некоторые примеры. Go back again to Psalm 89, where we were a moment ago. Вернитесь к 88-му псалму, где мы недавно были. I'm sorry, it's going to be Psalm 88 in your Bible, I guess. Yes.
Psalm 88, 27. 28 стих. This is talking about David. И здесь говорится о Давиде. And do you see that it is talking about David in Psalm 88, verse 27? Видите, что здесь говорится о Давиде в Псалме 88, 27 стихе. Going back to verse 20, where it tells you it's talking about David. Потому что, возвращаясь в 21 стих, мы видим связь, что здесь говорится о Давиде. So God makes David his firstborn. Бог делает Давида своим первенцем. Okay, do you remember David's family, the sons of Jesse? Помните, что у Давида была семья, сыновья Иисея? Was David the oldest son, the firstborn? Был ли Давид первенцем, рожденным первым среди них? No. Yet. He was the runt of the litter. Он был последним из выводка, по сути. And he was one of the last ones born. Он был одним из последних, которые были рождены. But God appointed him his firstborn. Но Бог назначил его своим первенцем. Firstborn means the highest. Первенец значит наивысший. And notice the last part of verse 27 here, the highest of the kings of the earth. И видите окончание 28 стиха. Превыше царей земли. Let's look at Hebrews chapter 12. Давайте посмотрим Евреям 12 главу. Hebrews chapter 12 Евреям 12 глава. and verse 23. 23 стих. Here again we have the term firstborn. Здесь тоже мы видим слово первенцы. Let's get Alexei to read there in Hebrews 12:23. Прочти, Леша, Евреям 12:23. Торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства. All right, notice that we are the church of the firstborn. Обратите внимание, что мы церковь первенцев. But firstborn is plural there. Но слово первенцы здесь используется во множественном числе. It's those whose names are written in heaven. Это те, чьи имена записаны на небесах. So everyone whose name is written in heaven is a firstborn. То есть все, чьи имена записаны на небесах, являются первенцами. Now I think my name is written in heaven. И я думаю, что мое имя записано на небесах. But I am the second child of my parents. Но я второе дитя у своих родителей. I am not the firstborn, literally. Я не являюсь буквальным перворожденным. But as a Christian, I get the highest position. Но как христианин я получаю высшее положение. All right, then look again at Colossians 1:15, where you ask your question. А теперь снова вернемся к Колоссянам 1:15, откуда ты задал свой вопрос. When it says that Jesus is the firstborn of creation, Где говорится, что Иисус является рожденным прежде всякой твари. it means that he is the highest, the ruler of creation. Это значит, что Он выше всего сотворенного. Он является правителем. And then look at verse 18. И затем посмотрите на 18 стих. He's not just the firstborn of creation. What else is he the firstborn of? Он не только является первенцем из всего творения. Чем он еще является? Церкви. И Начаток, первенец, золотой. he is the firstborn of the dead. That's right. Now, was Jesus the first one that was raised from the dead? Вопрос. Был ли Иисус первым, кто был воскрешен из мертвых? Нет. No. No, Lazarus was raised from the dead. Лазарь был воскрешен из мертвых. Jesus raised the widow's son from the dead. Иисус воскресил сына вдовы из мертвых.
The prophet Elijah raised the boy from the dead. Пророк Елисей воскрешал мальчика из мертвых. So see, Jesus was not the first one raised from the dead. То есть Иисус не был первым, кто был воскрешен из мертвых. But of all the dead, He's the highest. He's the ruler. Но из всех мертвых Он является высшим всех. Он является правителем. That's what prototokos means. И именно это значение греческого слова прототокос. It means you're in first place. You're the highest. То есть это значит, что эта личность занимает первое место, является высшей. Does that help with the question? Это помогло ответить на вопрос? Абсолютно. Absolutely. Откровение 3.14. Revelation 3:14. Revelation 3:14? Yes. Okay. What about it? А что там? Начало создания Божьего. Я хотел просто убедиться, это начальник создания Божьего. Okay, the end of the verse 14. In Russian translation, it sounds like the beginning of God's creation. Yeah, it's the word arche. Arche. Это греческое слово arche. Do you remember about archangels? Помните о архиангелах? What does that mean? Что это значит? The ruling over angels. That's right. That's what you have in Revelation 3:14. It should be translated the ruler of God's creation. Да, именно такое значение в 14 стихе. То есть он должен звучать начальствующий или начальник над созданием Божьим. It could be translated prince. Можно было перевести как князь, как правитель. And it's the word that you have in Paul sometimes for principalities. И это то же самое слово, которое Павел использует в выражении начальства. I really appreciate the questions you guys are asking. It shows that some of you are really good Bible students. И я очень ценю те вопросы, которые вы задаете. Это указывает на то, что вы действительно хорошо изучаете Библию. It shows that you're really thinking through things, and that's great. И это указывает на то, что вы действительно стараетесь продумывать вот эти моменты. And I also like that you never take anybody's word for anything unless they show it to you in the Bible. Также это указывает на то, что вы никогда не принимаете чье-то мнение, пока вам это не докажут из Библии. That makes a good preacher. И из вас получится хороший проповедник. And this poor old preacher, I'm sorry? this poor old preacher right here, А вот этот старый проповедник needs to close up class so he can go teach another class. Должен завершить это занятие, потому что ему нужно идти преподавать уже другой курс. Можно один вопрос? Не по теме там. Another question. Okay, one more question. Uno más. Мне задали такой вопрос о избиении младенцев, да, когда царь Ирод тогда послал, избили всех младенцев. Почему Бог был такой жесток, почему он не мог избежать этого, что избивали сколько младенцев? Okay, he was asked a question. A person asked him when those children were killed after, that's the story about Jesus' birth. And a person asked why God was so cruel that he allowed that to happen, that so many children were killed. Couldn't he avoid that? There is no Bible answer to that question. На этот вопрос нет библейского ответа. You might ask, why does God ever allow anyone to suffer in the world? Таким же самым образом можно спросить, почему Бог позволяет страданиям существовать в мире? And the answer is because men are evil and they choose to do evil things. И ответ заключается в том, что люди злые, и они выбирают делать злые дела. And as long as God allows human beings to have free choice, И пока Бог разрешает людям иметь свободу выбора, they will continue to choose to hurt other people. они будут продолжать выбирать
причинять боль другим людям. But the Bible doesn't answer the question as to why. Но Библия не дает ответа на вопрос почему. Спасибо. Thank you very much. You're welcome. We'll talk to you next week, and please have Brother Dennis tell me what to teach on, okay? Okay. So well.